Как живет и тренируется атлет весом 105 кг? Не бодибилдер, не пауэрлифтер, а воркаут-атлет, который подтягивается с отягощением 130, отжимается на брусьях 200 кг, делает подтягивания на одной руке на 10 повторений и при этом выполняет гимнастические элементы, которые даже более легкие атлеты считают сверхсложными. Это Виталий Фищук. За последнее время атлет дал 2 больших интервью, одно из которых другому топовому атлету Вадиму Олейнику. Виталий откровенно рассказал не только о рекордах, но и о травмах, выгорании, философии тренировок и о том, почему сила – это не только про мышцы. В этом видео я собрал главное из того, что он рассказал – реальный путь атлета, который не показывается в Инстаграме. Вы на канале Workout Man. Разберем тему, опираясь на мой опыт тренировок с 2011 года. Погнали! Вес Виталия в последние годы держится в районе 100-105 кг при росте 1,82 м. Это не сухой 70-килограммовый турникмен, а тяжелый массивный атлет, который сочетает силовые и гимнастические показатели. А вот его лучшие результаты. Подтягивание с отягощением 130 кг на один раз, при собственном весе около 98 кг. Это почти 230 кг суммарно. Отжимания на брусьях с 200 кг на один раз. Уровень, к которому большинство не подходит даже в базовых упражнениях со штангой. Становая тяга 360 кг на один раз и 300 кг на 7 повторений. Приседания 230 кг. Жим лежа 200 кг на раз и 100 кг на 53 повторения. Это уже больше похоже на силовую выносливость. Неплохо, как для атлета, который с 7 лет занимался на турниках. Фищука часто критикуют в комментариях за его технику выполнения и неполную амплитуду движений. Виталий объясняет это тем, что нужно различать соревновательную технику и то, что делают на тренировках. Ведь по его убеждению именно такая техника тренировок и привела его к топовым результатам мирового уровня. Есть такое понятие «почувствовать вес в руках», то есть хотя бы попробовать его подержать или выполнить упражнение в половину амплитуды, а затем постепенно усложнять, чтобы прийти к цели. О похожем способе увеличения подтягиваний рассказывал когда-то давно в своем видео Руслан Саибов. Это один из самых сильных атлетов калистеники в базовых упражнениях на выносливость. Чистота техники его выходов силы впечатляет. И при этом Фищук не отказывается от гимнастики. Фулл планж при весе более 100 кг, 30 отжиманий в горизонте, подтягивания на одной руке 10 раз. Были тренировки, где он сочетал 50 подтягиваний, затем делал выход силой и почти полсотни отжиманий от перекладины. Все это в одном большом подходе. Но за всеми этими цифрами стоит обратная сторона. В 2018 году Фищук получил разрыв грудной мышцы на брусьях 130 кг на чемпионате мира в Киеве. В 2022 году отрыв бицепса. Он сам признает, что тело давно подавало ему сигналы боли и переутомления, но он игнорировал их. Принимал обезболивающие и продолжал тренироваться. Один из главных уроков, который он озвучивает, что если боль не проходит и становится фоновой, это уже точно не норма, а сигнал снизить нагрузку. С грудными мышцами он решил обойтись без операции, а вот бицепс все-таки зашивали. Несмотря на предупреждения врачей, что при таких серьезных травмах они говорили, что об отжиманиях на брусьях нужно забыть. Но у Виталия на тот момент уже были серьезные рекорды. Тем не менее, Фищук вернулся к тренировкам уже через 2 недели после травмы. Он не мог сидеть на месте и начал постепенно нагружать поврежденную зону, что, по его мнению, сделало его только сильнее. Однако все очень индивидуально, и это не призыв к действию. Виталий использовал реабилитационные упражнения, так как он восстанавливал свое колено. В далеком 2015 году он его травмировал и годами не мог приседать. И только в 2021 году восстановил колено и смог выйти на рекордные для себя показатели 230 кг в приседаниях и 360 кг в становой тяге. Хочу задать вам вопрос. Интересуетесь ли вы изучением силовых элементов? Стойки на руках, флажки, выходы на 2, передний вис, ласточка, горизонт и другие элементы, которые впечатляют внешне и одновременно развивают силу и контроль. Если вам нужны книги с подробными тренировочными планами, нагрузками и техникой выполнения, с фото, видео, напишите мне. Полный список элементов, ссылка под видео. В чем секрет его набора веса 15 кг массы за одно лето?
Фищука прямо спросили, как ему удалось набрать около 13-15 килограмм массы с 70 до 85 килограмм за одно лето 2014 года. Многие блогеры уже разбирали это, когда в Инстаграме у него резко изменилась форма. Дело в том, что Виталий, выросший в деревне, вел физически насыщенный образ жизни помимо тренировок. Основные факторы, которые он назвал, это тренировки до отказа. Он занимался почти каждый день, выкладываясь на максимум в каждом подходе. У него не было расписанной программы, каждый раз он придумывал что-то новое. Сейчас многие назовут это непрофессиональным подходом. Плюс ко всему, за набор веса отвечают не только тренировки. И для многих такой метод приведет либо к травме, либо к регрессу, либо плато. Его напрямую спросили о применении препаратов для более быстрого восстановления. Он говорил на эту тему со стронгменом Алексеем Новиковым, признанным самым сильным человеком планеты, и в целом изменил свое мнение о гормональных препаратах. В интервью он сказал, что даже купил себе гормон роста, но тот пролежал у него в холодильнике до окончания срока годности, и он так и не решился его использовать. Отмечу, что это было единственное упоминание Фищука о применении препаратов публично. Открыто он эту тему не комментирует. Было много разборов, где YouTube-блогеры проверяли его анализы, и они были чистыми. Однако его форма, конечно же, заставляет многих сомневаться, как минимум. Генетика генетикой, но построить такое тело, иметь такие нагрузки на суставы и показывать такие рекорды в большинстве случаев невозможно натурально. Фищук говорит, что хочет вернуться к этому вопросу через 2-3 года, потому что препараты – это спортивное долголетие. Но на данный момент он утверждает, что до сих пор ничего не принимает. Атлет убежден, что спортивные травмы – это всегда путь к рекордам и чемпионству. Без этого не обойтись. Он фанатично относится к своему делу, и когда настраивается на важный подход, может по несколько минут сидеть и собираться с мыслями с опущенной головой. Перед тренировкой для него будто перестает существовать весь мир. Трясутся руки, и он выполняет все запланированное. Он признает, что адреналинозависим от новых рекордов, он не может сидеть на месте. Для Виталия спорт – это не только про результаты, но и способ справляться с внутренним напряжением. Были периоды, когда он буквально жил в спортзале, тренировался по 4-5 часов в день. Тренировка, еда, снова тренировка, сон и все это по кругу. Зал стал для него рабочим местом и способом психологически собраться с мыслями. Он называет это путем самурая. Фокус не на одной цели, а на том, чтобы годами оставаться в спорте, развиваться как атлет и как человек. В свое время Виталий Фищук получил образование психолога. Сейчас он отмечает, что на момент поступления выбрал эту специальность просто потому, чтобы протянуть время и определиться с будущим. Но позже понял, что все-таки текущая его деятельность напрямую связана с психологией и философскими аспектами. С помощью психологии и различных инструментов он осознанно подходит к управлению мотивацией и дисциплиной. Это помогает ему находить подход к подопечным, который он тренирует, и раскрывать их потенциал. Свою мотивацию он не ищет во вдохновлении. Виталий часто сравнивает эмоциональное состояние с кардиограммой. Сегодня ты на пике, завтра ты на нуле. Поэтому решение приходить в зал не зависит от настроения. Если состояние подавленное, то он не начинает тренировку сразу. Может минут 10 сидеть в наушниках, слушать музыку, закрыть глаза и прокручивать в голове подходы, представлять упражнения, вес, ощущения. И только после этого подходит к снаряду уже с внутренним состоянием, что «я сделаю это», а не «я попробую, может получится». Восстановление нервной системы для него это не просто поспать больше. Он использует добавки для сна и контрастные процедуры, чередование горячей и холодной воды, чтобы снижать стресс и ощущать перезагрузку. Для него важна не только продолжительность сна, но и ощущение, что он проснулся свежим. Для поддержки нервной системы Фищук на регулярной основе использует триптофан, габа, магний, цинк и витамин В6 для улучшения сна и общего восстановления. Бифрен, по его словам, он принимает для повышения концентрации и поддержки нервной системы. При любых нарушениях сна он рекомендует добавлять вышеупомянутые препараты, чтобы полноценно восстанавливаться между тренировками.
Важно также следить за гормональным фоном и уровнем дофамина. Для этого нужно замечать моменты, которые приносят удовольствие, получать радость от тренировочного процесса. Тренировки не должны быть скучными. Питание выглядит примерно так. Он не придерживается строгих диет, не считает калории, ориентируется на собственное самочувствие. Завтрак поздний, обычно в 11-12 часов. Утром атлет не чувствует голода и не заставляет себя есть. До этого он пьет только воду или кофе с шоколадом. Поскольку Виталий проводит в зале много времени, он может перекусить прямо во время тренировки. Это может быть протеиновый батончик или круассан. В период активного набора мышечной массы он может даже полноценно поесть между частями тренировки, прямо в зале. Ужин – это самый плотный прием пищи, например, 400 грамм семги и 300 грамм риса. Он называет свое питание принципом «калорийный безлимит». Атлет практикует поздние приемы пищи без ограничений, открывает холодильник и начинает есть. Это помогает восполнять потраченные за день калории и одновременно приводит к отсутствию аппетита на следующее утро. Протеин он употребляет регулярно, особенно летом, когда из-за высокой активности на улице меньше времени на еду. Креатин также входит в его постоянный список базового спортивного питания. Ну и витамины, о котором я уже говорил. Предтренировочные комплексы используют редко. Если 6 тренировок в неделю, тогда может примерно раз в неделю, чтобы не было привыкания. Используют их, когда нужно добавить условные 10% к результату, или когда чувствуют, что силы заканчиваются в середине тренировки. Еще один важный момент – он намеренно ищет положительные эмоции в тренировках. Если каждый подход в зал воспринимается как каторга, нервная система начинает воспринимать спорт как хронический стресс, а не ресурс. А если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, обязательно туда загляните. Там ждет дополнительный тренировочный контент и чат атлетов для общения и взаимоподдержки. Присоединяйтесь по ссылке под видео. Поэтому у него есть, как он называет, дофаминовые клапаны вне спорта. Мотоциклы, автомобили, вещи, которые напоминают, что жизнь не сводится только к рекордам. В тренировках он принципиально не зацикливается на чем-то одном. Большинство стритлифтеров годами крутятся вокруг нескольких соревновательных упражнений, ему это стало скучно. Его система – это сочетание тяжелой силовой базы, стритлифтинга с большими весами, гимнастических элементов и выносливых подходов на большое количество повторений. В течение недели он развивает сразу несколько качеств. Базу для сухожилий и суставов он считает критически важной. Его убеждение простое. Молодые и генетически сильные атлеты часто ломаются не из-за слабости, а из-за спешки. Он работает в разных диапазонах. Силовые подходы на 6-8 повторений, большие серии на 30-50 повторений и попытки на максимум. При этом подчеркну, что не нужно тестировать максимум каждую неделю. Лучше проверять упражнения на 2-3 повторения, наращивать объем и давать связкам время на адаптацию. Когда он упирается в плато, он не ломает себя через колено, часто возвращается к базе, снижает веса, увеличивает объем. Иногда он меняет направление, добавляет гимнастику или пауэрлифтинг, чтобы отдохнула голова, но тело продолжило получать нагрузку. Бывали экстремальные периоды, когда он буквально жил в зале, тренировался по несколько часов и ел между подходами. Но он подчеркивает, что это временные фазы, а не норма для всех. Отдельная часть его истории – это работа со спортивным сообществом. Когда Фищук познакомился с лидером воркаут-движения Денисом Мининым, у него изменились приоритеты и понимание того, что помимо полученных наград и признания, важно также отдавать, вкладываться в подрастающее поколение и развитие спорта в целом. С 2014-го он годами проводил бесплатные тренировки для детей, организовал соревнования за собственные средства, развивал воркаут-движение в украинском городе Хмельницкий. Но в 2016 году он выгорел из-за отсутствия поддержки местных властей и разногласий внутри команды. Отказался от руководящих ролей и сосредоточился на собственном пути. Но бесплатные и льготные тренировки для детей он оставил как личную миссию. К медийности он относится спокойно. Он прямо говорит, что реальная сила и количество подписчиков часто вообще не пересекаются.
После его рекордов часть сообщества вместо поддержки начала обесценивать результаты, отписываться, не ставить лайки в Инстаграме. Его позиция проста. Если исчезнет взаимное уважение и поддержка, уличный спорт потеряет свою силу. Раньше на улицу выходили люди разного статуса, уровня подготовки, обменивались опытом, тренировались и хорошо проводили время. Сейчас такого все меньше. Новичкам он советует не перепрыгивать базовую подготовку с собственным весом и не пробовать сразу сложные элементы. А о тренерстве говорит так. Короткие месячные курсы фитнес-тренеров не делают хорошего специалиста. Реальная компетенция – это годы практики, тяжелые веса, ошибки, травмы, через которые ты начинаешь по-настоящему понимать тело. И если это подкрепить теорией, то тогда можно чему-то научить других. История Фищука – это не про идеального героя без слабостей. К его тренировкам и рекордам можно относиться по-разному, но это не отменяет его достижений. Это путь человека с сильной генетикой, с годами тяжелой работы, травм, выгорания и переосмыслений. Фищук, выросший в деревне, тренировался с 7 лет, постоянно имел физическую нагрузку, его отец и брат крупных размеров, даже без тренировок. Поэтому с генетикой ему повезло. Детство, как он считает, закалило его, в отличие от тех, кто вырос в городе в так называемых тепличных условиях. Неважно, весишь ты 60, 80, 100 килограмм, важно то, как ты тренируешься, как восстанавливаешься и сможешь ли оставаться в этом деле годами, при этом не угробив собственное здоровье. Что думаете о герое сюжета? Напишите в комментариях. Ссылки на атлета и полные 2 интервью с ним на украинском оставлю под видео. Если хотите, могу составить для вас персональный план тренировок с весом тела или с отягощениями. Формат – дома, на улице или в зале. Помогаю с питанием для похудения или набора. Даю программы для роста, подтягиваний, отжиманий и изучения силовых элементов. Отзывы на сайте по ссылке под видео. И если тема силовых тренировок вам близка, то обязательно гляньте вот это видео на канале Workout Man.